Друзья, всем ассаламу алейкум! Сегодня я приехал в одно из горных сел Чечни, чтобы показать вам, как здесь живет традиция производства кукурузной муки. Мы отправимся на небольшую мельницу, где жители перерабатывают свою кукурузу, которую они вырастили у себя в огороде. Увидим, как они из нее делают муку, а после отправимся в гости к местной семье, где нам покажут рецепт приготовления настоящего кукурузного хлеба. Будет интересно. Мельница у нас вот в селе, и каждый год мы кукурузу возим туда на мельницу и там делаем муку. Кукуруза тоже мы не покупаем, у нас сами выращиваем кукурузу. Это мельница не то, что мы односельчане пользуем, а с соседних сел приезжают. Там эта мука делается вкуснее, нежнее, скажем. Вот она, друзья, та самая мельница. Находится просто во дворе у местного жителя. Как мы с вами видим, это небольшой механизм, но он очень важен для всей деревни. И сейчас нам доктор расскажет, как он работает. Прежде чем нам делать муку, сначала надо обжарить кукурузу вот этой печи. Ну, не обжаренный тоже можно, вкус другая будет. Здесь все любят жареные. Представления нету не жареной кукурузной муки. Я пробовал, невкусно бывает. Потом вот здесь сюда насыпает, вот этот джерел насыпается кукуруза, и она вымалывает вот туда в ящик, и вот получается кукурузная мука. Раньше ручная была, я помню, мать рассказывала, ручной была мельница. Вот давних времен, сколько помню, вот так делаем муку здесь. Доку, а скажи нам, какая цена на услугу, вот, когда ты приносишь свою кукурузу, из нее вам делают муку? Цена, которую они вот муку делают, самое простое, вот объясняю, вот мешок муки, оттуда они, с него брали они 3 килограмм кукурузной муки. Я приобрел у них 5 килограмм муки, стоит 500 рублей за 5 килограмм. Сейчас к нам поедем домой, жена покажет, как с него делает хлеб. Друзья, это хозяйка дома, Хеда. Она нам сейчас покажет, как готовится кукурузный хлеб по традиционному чеченскому рецепту. Рецепт очень простой. Нам понадобится кефир домашний, соль и масло добавляю я немножко. И кукурузная мука. Добавляем масло. Вот у меня почти литр кефира. Туда мы добавим 1,5 чайной ложки соли. Без горки.
Кукурузный хлеб называется по-чеченски сискал. Оказывается, довольно просто. Главное, нужно соблюдать пропорции и делать все с душой, как делают здесь в горах. Все надо делать с любовью. Это очень быстрый рецепт. Теперь ставим в духовку на максимальную температуру на 40-30 минут. Будем проверять, как она готовится. А на обед будет домашняя колбаса с картошкой. Готово. Вот он, свежий кукурузный хлеб, только что из печи. Пахнет просто потрясающе. Давайте попробуем. Вот наш сискал. Вкусно? Еще пар идет от него. Хлеб получился просто невероятным. Мягкий внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Такой хлеб отлично сочетается с многими блюдами. Кому как, мне нравится сиска вот домашним кефиром. Да. Такой хлеб раньше часто брали с собой. Раньше, я имею в виду, 100 лет назад, можно сказать, когда отправлялись куда-то. Например, пастух, когда идет на работу на весь день, он с собой в сумке брал такой кукурузный хлеб. У него срок годности больше, чем у обычного, да? Это хорошая питательная еда была, например, брать с собой в дорогу. Сейчас это считается традиционным чеченским хлебом. Хэд, расскажи нам, какие можно еще блюда приготовить из кукурузной муки? Из кукурузной муки можно приготовить галушки, пирожки, тюбш, халву, кашу можно. Еще много блюд можно приготовить. А сискал ты часто готовишь? Да, я часто готовлю кукурузный хлеб. В неделю 2 раза. Дома все любят кукурузный хлеб. Сискал. В Чечне часто такой хлеб едят на завтрак. Такой чеченский традиционный завтрак с кукурузной кашей, с кукурузным хлебом. Я у себя на канале готовил такие блюда как-то раз на природе. Если вам интересно, посмотрите, ссылка будет в описании. Сегодня мы с вами узнали, как в небольшом горном селе Чечни производят кукурузную муку и готовят из нее хлеб. Это, друзья, не просто традиция, а часть культуры, которая сохраняется веками. Если вам понравилось это видео, поставьте на него лайк, напишите любой комментарий и увидимся в новых выпусках.